Срочные новости. Главой клана Токугава стала женщина. Но она решила завершить династию. Истории древних японских родов кажутся немного односторонними, потому что чаще всего они рассказывают о мужчинах, а женщины, которые, в общем-то, составляли половину этих кланов, они почти всегда находились в тени. Однако в Японии, даже в Японии, где традиции, как правило, сильнее временем, случилось недавно невозможное. Праправнучка последнего сёгуна стала главой рода Токугава. Ее имя Мики Имагиши, и она родилась 25 июня 1968 года. Мики получила прекрасное образование в Великобритании, затем работала недолгое время в качестве секретаря-помощника в одной из британских фирм. Клан Токугава, из которого вообще происходит Мики, потерял свою власть после падения сёгуна в 1868 году. Поэтому его потомки до сих пор вели очень спокойную, размеренную жизнь, соблюдая разные традиции, а также сохраняя огромное количество исторических документов и важных предметов старины. Однако это спокойное течение жизни клана было внезапно прервано решением четвертого главы клана Кейтё, который решил передать бразды правления Мики. Для такой консервативной, как мы понимаем, семьи решение было, уж слишком новаторским. Я представляю, в каком шоке они были. Многие родственники, конечно, были против и не видели ничего хорошего в подобном решении. Однако сама Мики вспоминала в интервью, что это было ужасно, ведь она ухаживала за дядей, который был очень болен, и решила просто взять на себя решение всех повседневных задач, связанных с его жизнью. А ее же родственники обвинили ее в том, что она ухаживала за ним из корыстных побуждений. Да, Мики унаследовала вообще свой титул, а дядя скончался, ситуация, естественно, стала еще хуже. Исторически членов семьи Токугава хоронили так же, как членов императорской семьи. То есть, естественно, там были курганы, погребальные ритуалы, унаследованные от древней японской знати. И Мики должна была стать главой похорон, но из-за возмущения она согласилась формально стать просто ответственной за организацию похорон. И во время самих похорон она сидела одна в конце стола на общем застолье. По ее словам, вся ее роль вообще в этом мероприятии свелась к оплате расходов и общению с похоронным бюро. Но благодаря тому, что ее дядя был очень умным и продвинутым человеком, на этой церемонии присутствовало всего 10 человек. Это на самом деле очень мало, это совсем мало, особенно если учесть, как раньше хранили ее прежних родственников, предков, да, ее дедушку, бабушку. Церемонии в храме Канэйджи собирали более 1000 человек, и по ее собственным словам это была просто очень большая ответственность, можно сказать, фактически катастрофа, это все организовывать. По ее словам, одной из самых сложных вещей в наследовании титула оказалась забота, как неудивительно, о семейном кладбище, потому что площадь этого кладбища около 1000 квадратных метров. Вообще, представьте, 1000 квадратных метров. Мне кажется, я не видела. Это, как стадион, да, наверное, размером. Я не видела, мне кажется, такие большие такого тоже размера. Для одного семейства уж точно. Да. Вот только представьте себе, каково это было, каково это вообще все это содержать. Естественно, там нужно чинить что-то периодически, например, ограду, заниматься ремонтом памятников и так далее. Сама Мики говорила, что кладбище официально признано историческим памятником, но его невозможно содержать в одиночку, естественно. Логично. Нужно спиливать деревья, чинить разрушенные участки. Реставрация стен обойдется в 20 миллионов йен. Далее она продолжает и говорит: мы советовались с храмом Канэйджи, но для них, как для буддийской организации, поддерживать чужое кладбище тоже непросто. Так как в семье Токугава хранилось огромное количество исторических реликвий, Мики также решила передать эти реликвии городу администрации или передать их в музей. Но, конечно, опять же, возникла волна возмущения и недовольства. Но к этому моменту Мики Имагиши говорит, что ее уже поддерживала сама мысль о том, что дядя был с ней полностью солидарен до своей кончины, и он согласился на то, чтобы Мики передала очень важные древние исторические реликвии в администрацию города и распорядилась ими в другом ключе. Да, удивительно. Представьте, насколько был передовым человеком на самом деле ее дядя, потому что он хотел именно настоящих перемен. И мне очень понравились вот эти слова, которые сказаны были, что важнее быть достойным человеком, чем просто нести титул как бренд. В этом такая, знаете, как мне показалось, на самом деле большая мудрость. Но вообще в исторической перспективе, если посмотреть, огромное значение имеет, как ты поддерживаешь саму фамилию, которую носишь, а не столько, сколько как ты ее используешь, да, для своих каких-то целей. Если ты являешься достаточно
ну, благородным, интеллигентным и достойным членом семьи, то это уже будет в плюс, мне кажется, самой семьи. Да-да-да. Мне вообще очень нравится, как Микки относится с трепетом к своему прошлому, к прошлому своей семьи. Она много говорит про свою бабушку, про свою маму, про их трудности, с которыми они сталкивались. Это очень ценно на самом деле, потому что женские имена, как правило, они, в принципе, даже не вспоминаются и не упоминаются, и часто их даже не записывают. Да-да-да. Многие даже не знают, как там чью-то маму звали или чью-то бабушку на самом деле. Мне очень нравится, какую книжку она выпустила. Вот, это да, это отдельно. Отлично. В соавторстве со своей бабушкой она выпустила книжку под вообще фантастическим просто названием «Бессмысленные разговоры дождевых червей». В этом какой-то такой очень тонкий юмор и одновременно... Это потрясающее название. Да. Это просто потрясающее название. Это очень классно. Оно такое живое, оно такое с эмоциями, оно передает реальные эмоции на самом деле. Очень интересно. Вообще эта книжка, она рассказывает о жизни, молодости ее бабушки, о том, как разговаривали еще в то время, когда бабушка ее была молодой и только-только вышла замуж. Очень много анекдотов из старых времен. И вообще эта книжка, она сама по себе является памятником прошлого. Поэтому очень интересно было бы ее почитать. Вообще эта книжка, она рассказывает о жизни, молодости ее бабушки, о том, как разговаривали еще в то время, когда бабушка ее была молодой и только-только вышла замуж. Очень много анекдотов из старых времен. И вообще эта книжка, она сама по себе является памятником прошлого. Очень понравились ее слова, когда она писала, что она хотела бы, чтобы люди вот ее семьи воспринимались не просто как персонажи из учебника, персонажи из книжки, которые просто где-то там совершали какие-то там подвиги, и никто не считает, что это когда-то реально было. Она хотела бы, чтобы их воспринимали как реальных людей, у которых были какие-то... Она хотела надежды. С человеческой точки зрения она часто очень показывает, своих родственников. Это бесценно, я считаю. Еще, мне кажется, нетипичный подход для японского общества – это рассказывать о трудностях. Мики Ямагиши, я заметила, она рассказывает часто про какие-то проблемы, с которыми они сталкивались, да, и не боится этих рассказов, и не стесняется рассказывать о трудностях, которые были в ее жизни, и сама считает, что как человек из такой семьи, она должна показывать пример остальным. И это очень мудро. На этом мы на сегодня, наверное, закончим. И что вы думаете о решении Мики отдать родовое кладбище и все ценности, все реликвии в музей? Это же, представляете, огромная ответственность, огромное количество описей, да, нужно было провести, но тем не менее она все равно решила это сделать. Вообще, стали бы вы сами так поступать? Да, вот какие здесь есть за и против. С одной стороны, вроде сохранение такого большого пласта истории, это очень ценно, потому что ты чувствуешь себя связанным, да, с историей страны, с историей семьи. А с другой стороны, это уже вроде как будто бы даже не твоя история. Да, это история уже страны. Стали бы вы сами так поступать? Пожалуйста, напишите нам в комментарии, давайте пообщаемся на эту тему. Давайте попробуем посмотреть на эту новость все вместе, и давайте вместе ее обсудим. Да, ну что ж, на этом мы завершаем. Да, обязательно подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки. Да. Пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, чтобы мы узнали ваше мнение. Да, и так вы поможете продвижению нашего канала. И давайте с вами обсуждать и все новые новости еще больше и больше. Да. И все, до новых встреч. Давайте на этом закончим. Пока-пока. Пока-пока.